Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и мы рады вас видеть на нашем парфюмерном канале. Это видео мы решили посвятить 5 определенным осенним нотам, как я считаю. Сергей, как ты думаешь, какие ноты, какие ассоциации ароматов связаны с осенью, сезоном осень? Ну, очевидно, те, которые ты 5 выбрал, и предлагаю начать. Я предлагаю сказать, какие... Вот для меня осень — это осенние листья. Я выбрал ноту с осенними листьями. Ну, что ты спойлеришь, ты там с самого начала. Ну, можно уже Э, просто по ходу. Ну, в общем, даже не про ноты. Чем тебе пахнет осень? Вот для меня это вот уже прохлада, листья, что-то теплое. Хочется уже укутываться потихонечку в теплую одежду. Для меня вот такой осенний аромат. Аромат холодного дождя, холодной земли. Вот такое. Ну, как? Ну, ранняя осень у меня ассоциируется с урожаем. Яблоки, тыковые и всякое такое. А позднее тоже, конечно, слякоть и тьма и бездна. Да, но мы не будем про эти ноты, будем про более позитивные. Первый аромат, который я хотел бы выделить, и ноту, про которую мы будем говорить, это амбра. И я выбрал самый лучший для меня амбровый аромат. И Сергей тоже выбрал амбровый аромат. Давай начнем с твоего А любимого. давай начнем с твоего. Ну окей. Для меня амбровый лучший аромат это Maison Francisque Kurkdjian Grand Soir. Он такого оранжевого цвета, как янтарного, теплого. И для меня это лучшая амбра, которая вообще существует. Мне пахнет ванилью, такой натуральной ванилью, янтарем. Для меня это аромат-праздник какого-то торжества. И торжество уже в каком-то таком в доме, где горит камин, люди пьют чай, такие уже согревающие напитки. Немного хвойно-древесно, вот такой уютный праздник, аромат уюта. Вот. А тебе как этот аромат? Какие у тебя? Я думаю, ты скажешь, что там где горит амбра. Классный аромат, на самом деле, мне нравится. Для меня он немножко соленый, есть соленая почва, дает. Согласен. Угу. Как раз вот амбра — это же по сути янтарь, это смола, которая добывается на берегу моря. Море, оно соленое. Янтарь — это дерево. Вот ты все правильно говоришь. Ну, спасибо, что провалидировал мои слова. Мой амбровый аромат — это от Sergio Lutens Амбра Султан. Это уже более восточная амбра, конечно же, но она здесь тоже очень классная. И кое-какие аккорды здесь повторяются. Здесь такая есть, скажем, такая глухая, сухонькая амбра. Она вот похожа на Гранд Суар. Но Гранд Суар, он более... больше европейский, больше вот пахнет. Ну, более соленый для меня. А это более восток для меня. Вот, в общем, этот амбровый аромат, он со специями, кумин, что-то еще. Вот он немножко кисленький, кислее, чем вот эта амбра, к примеру. Но он довольно шлейфовый, громкий, стойкий. Одна из лучших амбр, по моему мнению. И тоже здесь есть небольшая ванильность, какая-то соленость даже есть, тоже небольшая. Это все-таки схожее направление. Следующий аромат и нота кофе. Как только наступает холодное время, осень, мы все чаще начинаем пить кофе. Кофе нас пробуждает, потому что ночь становится длиннее. И почему бы не взбодриться с утра не только кофе, но и ароматом с нотой кофе. Для меня лучший кофейный аромат, который я нашел, это Very Irresistible от марки Givenchy. Мне здесь нравится все. Сам аромат, сам флакон. И здесь прекрасный кофе с орешками,
и с мятным тортиком для меня. Мятным тортиком. Это, кстати, один из первых ароматов, когда я только начал знакомиться с парфюмерией, я уже об этом говорил. Это, по-моему, 2008 года аромат, его сейчас сложно найти, и он стоит космических денег, то есть флакон такого аромата в интернет-магазине вы можете встретить за, я не знаю, это практически будет стоить $100. Вот сейчас стоит $100 этот аромат, прикинь. А раньше он дешевле стоил? Ой, подожди, $1000. Примерно $1000. Да, Что-то я продешевел. Какой $1000? Кто вообще отдаст $1000 за Ну, люкс? окей, ну 900-800 долларов будет стоить. Ну, Я где-то видел чуть ли не за $1000 его. в общем, я думаю, тебе нужно выставить его на продажу. Нет, Нет? его я не продам ни за что. Его потому что уже все, его нигде не купить. Для меня это вот кофе. Кофе такой прям немножечко с молочком даже, в который добавили орехового сиропа фундучного. И вы вот сидите, и рядом кусочек мятного тортика. Очень хорошо. И он и мята освежает, и кофе согревает с орехами. Вот я буквально 3 ноты только здесь чувствую. А тебе как? Вот, это получается... Ну, я чувствую орехи, но я не чувствую кофе. И вот то, что ты называешь мятой, ну, наверное, да, вот есть какая-то такая высокая, свежая нота. Вот. Но здесь еще, мне кажется, есть пачули. И вот оно дает такую небольшую грязнинку в этот аромат. Грязнинку осени. Слушай. Как раз на осень. Да. Аромат. Вот. Классно. Но флакон Я его вообще очень люблю. красивый. А у Живанши, конечно, красивое оформление флаконов всегда. Для меня этот аромат уже стал родным. Я уже столько лет с ним. Уже многие годы. А это 50-ка? Так, это... Пока Слава смотрит, я вам расскажу про тот кофе, который я выбрал. Мне не нравится нота кофе почти нигде. Я пока не нашел для себя адекватную ноту кофе в ароматах. Там много чего перепробовал. У нас есть такой Discovery Set от бренда польского Бахабока. Мы его обозрим как-нибудь в ближайшем будущем. Здесь 50 мл. Извини, что перебил. Благодарю. И один из ароматов в этом сете называется кофе и белые цветы. К слову, белых цветов здесь не так уж и много, но кофе здесь прекрасный. То есть он такой, как кофейный напиток. Кофе не черный, а больше как капучино с каким-нибудь сладким сиропом. Вот. Очень хорошо. Он немножко ванильный, немножко алкогольный. Классный. Ну, единственный нюанс, что он не особенно стойкий. Но, кажется, это бренд не очень дорогой. И если вы его увидите, у них классные ароматы. Думаю, нам стоит обозреть в ближайшем будущем. А вообще, более натуральный кофе. Здесь он более ярче звучит, чем в Very Irresistible, в Живанши. И здесь для меня это кофе с молоком. Здесь много прям молочного такого подтона. И вот этот алкоголь, который добавляют иногда в кофе. Да, есть там коньячка, плеснули Да, туда. немножечко каким-то коньячком. И очень, очень вкусно звучит. И на коже он классно раскрывается. Мне он нравится. Бодрящий кофе с утра. Следующий аромат и нота. Мы будем чай. Как только начинается осень, хочется согреться горячей кружечкой чая, да. Для меня чайный аромат. Сорян, ну я пью чай и кофе круглый год. Ну, когда холодно, ты все-таки, когда приходишь с улицы и замерз, ты в первую очередь будешь пить, конечно же, горячий чай или кофе. То есть ты уже перестаешь пить прохлаждающие напитки Да. и летние. И налегаешь на Не будешь кофеин. пить холодную кока-колу или холодную минералку из холодильника. Окей. Вот. Есть один такой у меня аромат, который мне очень нравится. Барути чай. Это марка Баручи, по-моему, голландская. Это прям Кажется, да. инди-ниша.
У них вот красивая такая коробочка и упаковка. Раскрывается вот так вот. Сейчас покажу. Такая красота. Прям Хотел показать на гениально. камеру, как это все выглядит. Слав, камера далеко, не надо стараться. Вот. Сам флакончик необычный, обычный кубик, то есть прозрачный. Как говорит создатель, то есть здесь основа этого аромата конопляное масло. Из-за этого конопляного масла он супер стойкий, он прям держится целые сутки. И он бывает меня даже надоедает мне он. Да? Ну, да, потому что он прям очень-очень стойкий. Для меня это чай масала. Здесь много специй, которые добавляют в чай масала. Какие там, кстати, наверное, кардамон, да, корица. Я здесь чувствую хорошо очень корицу. Ну, чай масала те, он берется просто как чай со специями. То И есть с масала молоком. это специи. Да. Ну да, а здесь молока особо. А я, Есть ноты? я не знаю, я не помню его пирамиду, но молоко я здесь прям очень отчетливо слышу, что здесь прям такой черный чай, прям такой хорошо прям настоянный, такая крепкая заварочка, разбавлена молоком, добавлена щепотка каких-то специй, и это очень классно. Из того, что я знаю, они их переформулировали сейчас. Это экстракт, такие кубики. Сейчас они выпустили, кажется, парфюм, другая форма флаконов уже и другая концентрация. Может быть, там уже не масло конопляное, То есть испортились. ну, я не пробовал, может, они не испортились. Ну, знаешь, с конопляным маслом это у меня единственный аромат на конопляном масле. Ну, коноплей, кстати, не пахнет здесь. Да. Оно просто Хотели бы используется заметить. как растворитель Да. или там, как это сказать. Как основа, что ли. Вот. И в магазине, когда я смотрел тестер на этот аромат, он со временем, походу, как-то отслаивается. Это много масла. Ну, пока что уже год этому аромату, и с ним все в порядке. Как бы ничего не отслоилось. Ну, на мой нос этот аромат, он действительно довольно сильный. У них пахнет вот такой крепкой заваркой чая, прям таким чефирчиком. И отдает немножко саниной. Бывает, что чай, ну правда, бывает, что чай, он Ослиной саниной. Говорят, что чай надо пахнуть Ослиной? ослиной саниной почему-то. Извините, за А, такое сразу. ну, в общем, и он индолит немножко, он уходит в какие-то такие лотковые ноты, но и в чае такое можно иногда заметить, почувствовать. Поэтому это ок. Ну, может В быть, целом я он с тобой прикольный. согласен. Если ты бы никогда не сказал про никакую санину, я бы даже и не подумал. А сейчас ты чувствуешь? Ну, возможно, если додумать, то да. Но мне это пахнет все-таки хорошим чаем. Никакой здесь санины нету. Обязательно попробуйте. И это очень редкий бренд, его редко где встретишь, на самом деле. В Голландии есть, Ну, если можете. вообще в таких каких-то маленьких магазинах то можно. Кто вот занимается лично своей коллекцией. То, что я принес в качестве чая, Так, что это за у чай? нас Olfactive Studio аромат Still Life. Сразу предупреждаю, что нота чая там не заявлена. Но мне этот аромат пахнет зеленым чаем. Таким немножко сладковатым. Да, здесь цитрусы на старте. Кажется, там есть какие-то белоцветочные ноты, но в шлейфе, когда на себя ты его наносишь, мне постоянно пахнет чаем. Чаем таким, может быть, немножко сладким, но не сильно. И скорее таким зеленым, довольно освежающим, очень приятным чаем, ненавязчивым. Мне этот аромат прям понравился. Я не думаю, что мне хочется флакон. Вот Travel у них, да, хороший. Флаконы, кстати, неудобные. Хотел бы заметить то, что в этот чай как будто добавили вот дольку лимона свежую. Какая-то есть немного такая лимонность.
Цитрусы, да, там есть да. заявленные. Мгм. И немного сахара, такая прям щепоточка сахара, он такой сладковатый довольно аромат. Приятный. Ты, кстати, вчера наносил его, он шлейфовый довольно, прям хорошо шлейфил в холодную погоду, вчера было прохладненько уже, и Да, разнашивал перед записью. да, видел. аромат классный, я даже бы не угадал, что это такое. Следующий аромат и нота для меня, там нету ноты листьев, осенних листьев, которые упали с дерева, лежат, там садовники собирают эти листья в кучки, поджигают иногда. И для В меня, общем, тебя коптит там это сейчас. да, да, и Нет? здесь для меня это все-таки парк, очень ухоженный парк, в котором упало много листьев с деревьев, уже лысые деревья стоят, и такие кучки по бокам газонов разложены. И уже какие-то кучки поджигает садовник, чтобы избавиться от этих листьев. И это аромат от марки Lush «Дыхание Бога». Для меня это вот осенний-осенний лес, осенний-осенний парк. Здесь вот эти осенние листья, земля, поджженные листья, можно сказать. И Капец. Терпеть не могу этот аромат. раньше, кстати, мне он тоже не нравился. Но почему-то вот я считаю то, что на осень он идеально зайдет. Вот этот дымок, который здесь есть, он прям окутывается, согревает. Для меня, возможно, я раньше в детстве любил ходить в походы, и мы там в осеннем лесу костер разжигали. Вот, возможно, тоже и костром, и вот эта холодная уже почва, он в какой-то степени даже немного холодный. Вот прям осенний-осенний лес. Он называется «Дыхание Бога». И это очень страшное событие, видимо, когда на тебя находит это дыхание. Очень странный аромат. Для меня он немножко замыливается. Но да, я, наверное, услышу здесь что-то такое, листву, какую-то такую гарь с дымом. Да, аромат очень неоднозначный. Я считаю, что ему нужно еще пару лет отлежаться, чтобы быть эпичным. Мои листья. Опять же, здесь тоже не заявлено, конечно, никаких листьев, но этот аромат мне ими пахнет. Во всяком случае, он мне очень сильно ассоциируется с осенью, с той сухой листвой, которая под ногами шуршит, когда ты идешь куда-нибудь. Ой, простите, вот это вам, да. Вот, это Bella Rabella от дома L'Eliquie Imagine из их винной линейки. Вообще это посвящено портвейну, который выдерживается, кажется, в дубовых бочках, если не ошибаюсь. И, наверное, вот эта вот древесная составляющая дубовая дает вот мне запах, ну, лично на мой нюх, запах листьев. Я вспоминаю почему-то именно школу и осень, когда я скорее возвращаюсь домой уже, потому что утром влажно, а уже вечером там еще по суше. Возвращаешься из школы, шуршишь этими листьями, идешь себе такой. Для меня аромат он такой немножко одинокий, но романтичный. Ну, да, я соглашусь. Он, кстати, согревает. Он согревает. Вот ты идешь, он такой укутавшийся шарфом, в теплой шапке, уже, да, в какой-то куртке теплой. И вот он так согревает. Аромат плед. И пятая нота, да, у нас еще какая-то? Да. И пятая нота ветивер. Я думаю, что ветивер идеально тоже характерен с осенью. Почему-то ветивер мне больше хочется носить осенью. Как по мне, для меня самый красивый ветивер это у Сержа Лютанса. Там даже есть текстура земли, и ирис, и сам ветивер. И очень необычное сочетание ириса и ветивера. Я практически нигде не встречал это. И этот аромат, он такой, хочется ночью, уже вечером, осенью, когда ты
подустал, или, например, у тебя наступили выходные, вот с этим ароматом хочется выйти погулять куда-то по ночному городу, зайти, может быть, в паб или в бар, или в клуб ночной. И Классно. вот он в то же время такой немного тусовочный, как по мне кажется, очень хорошо выйти куда-то потусить с ним. Потому что ветивер, он будет как-то заряжать немного энергии своей цитрусовой, и ирис, а ирис дает такую какую-то, как сказать, помадность, дает такой праздник, что ли, да, такой Ты небольшой. сносил уже столько? Да, я его, кстати, периодически ношу, и я вот почему-то ношу именно осенью и зимой, вот когда уже прохладно, и мне хочется его носить куда-то в клубы, в бары, куда-то веселиться, идти с ним именно вечером. Аромат не на день, не на утро, а уже когда вот стемнело, и вот он идеально подчеркнет ваш уже образ на вечер, ваш вечерний образ. Если сравнивать с ветивером Энкре Нуар от Лалик, от чернилами, то чувствуется разница. Здесь все-таки ветивер, он такой больше восточный, правда, ориентал, и он пересекается, на мой нос, с Амбра Султаном. Есть определенное сходство, может быть, немножко амбры либо специй, но классный. Этот ветивер не такой кислющий, как Энкре Нуар. Да. Мне нравится. Да. Вот сейчас вот мне прям нравится. Я его редко ношу. Ну да, классный. И у меня тут небольшой казус. Я тут не принес на стол свой ветивер. Мне нужна минуточка. Забыл. И мой ветивер будет ветивером от Фредерика Маля. Ветивер Extraordinary. У меня их фирменная 3,5 миллилитров. Вот. И это уже более классический ветивер. Он похож на Энкре Нуар, тот же Лалик, но стоит в 5 раз дороже, поэтому не советую. И даже не хочу сказать, что он лучше, чем Энкре Нуар, на самом деле. Ну, как сказать, они расходятся немножко в разную сторону. В ветивере от Фредерика Маля есть вот эта фужеристость, которая характерна для Маля. Она встречается в их нескольких ароматах. Тот же Uncut Gem, который новый, он чем-то похож. Наш друг Алексей считает, что он похож с Music for a While, там есть схожие ноты, и я, наверное, соглашусь. И в каких-то других еще ароматах Маля я прослеживается вот какая-то такая фужеристая, древесная немножко нота через все ароматы. Ну, не все, а через многие ароматы Маля. То есть вот есть схожесть. Именно этот ветивер, он хороший, он не слишком яркий, кричащий, он фужерный. Я считаю, что он больше, наверное, для мужчин подойдет. Я тоже согласен. Вот, но я не могу сказать, что я ношу его часто, не могу сказать, что я хочу его купить. Этот я доношу, но не больше. Мне кажется, у тебя с ним сложнее отношения. Сложнее, потому что я пользуюсь Энкре Нуар, мне он нравится. И я считаю то, что это переплата большая за этот аромат. Когда есть Энкре Нуар, вы можете спокойно купить Лалик Энкре Нуар и радоваться. И он ничем не хуже. Такая же стойкость одинаковая, одинаковая шлейфность, одинаковое практически звучание. То есть просто, если вы хотите выпендриться, купите Фредерик Маль. Ну, Фредерик Маль это красиво, да, все-таки Энкре Нуар, он тоже классный, но не такой изысканный флакончик, скажем так. Более простой, но не менее хуже. Я соглашусь переплачивать за Малями. Имха не стоит. Ты хочешь сказать, у Малев простой флакон? Нет, я наоборот как раз хочу сказать. У Энкре Нуар простой флакон? Попроще, да. Ну, он прикольный, он такой черный-черный, кубик такой. Не скажу, что он тоже такой прям простой. Ну, что может быть проще куба, ну камон. Ну, не знаю. Намного проще выглядит, я не знаю, какие-то вот такие. Вот это я считаю просто. Ну, в смысле, смотри, какая штучечка здесь. И крышечка хорошая, и здесь вот
какая-то наклейка. Ну, в общем, да. Давай заканчивать, потому Да, что, давай заканчиваем. мне кажется, подборка удалась. Классные ароматы. Они все носибельные, все подойдут на осень. Эти все ароматы, которые я сказал, я их активно осенью и носил, и буду этой же осенью носить. И рекомендую эти ароматы. Они действительно проверенные уже опытом, временем. Они классно раскрываются на коже, и мне они очень нравятся. И согласен, у тебя очень хорошая подборка. Действительно Благодарю. такая осенняя тоже. Мне нравятся, какие ты ароматы выбрал, и все подойдут на осень. Да. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Подпишитесь на наш канал, если вы еще забываете это сделать. Нам будет очень приятно. Поставьте, не забудьте лайк, потому что лайки, они продвигают видео в системе YouTube. Не только вы сможете увидеть это видео, но и другие люди, которые еще не подписаны на наш канал. И пишите в комментарии, какие для вас любимые ароматы с нотами, с осенними нотами, с нотами тепла, уюта. Грусти и печали. Вот. Мы скоро увидимся с вами в других наших видео. Всем goodbye. Все.